Всем привет! Продолжаем играть в Morrowind. Находимся мы в Альдруне, в гильдии магов. Инвентарь я освободил. В основное барахло перетащил в наши вот эти вот живые хранилища. Сегодняшний эпизод мы начнем с визита к Налькарии. К Налькарии мы пойдем, конечно же, с подарком. Конечно же, с подарком. Давайте посмотрим, что можно ей подарить. Что у меня такое есть, что ей может понравиться. Можно подарить колечко, конечно, какое-нибудь красивое. А можно подарить вот эту чашу дома до год. Давайте. Это подарок необычный, я думаю, что она оценит. Вторым пунктом нашего плана стоит повышение в гильдии... подождите, кстати, да. Повышение в гильдии магов, конечно же. А для этого нам нужен посох. Так, только он не здесь, он вот здесь. Посох волшебника нам понадобится. Также Трибониус, конечно же, жаждет дать нам задание на уничтожение этих самых не шпионов, а советников Телвани. Но я что-то не хочу такое задание брать. Изначально я так и планировал, то есть я хотел выполнить основной сюжет, и именно при этом условии он дает это задание. Но сейчас, подумав, там остались вменяемые люди. Убивать их ради прихоти какого-то Трибониуса я что-то не хочу. Поэтому мы будем целиться именно на повышение. Но для повышения нам нужно будет повысить навык. Поэтому сегодня битвы с Трибониусом у нас не будет. Так, давай-ка за 600. Еще партию. Еще за 600. Не будем крохоборничать. Обижать Налькарию. Вот торговля, кстати, повысилась. Я про подарок не забыл. Давайте ей сюда его поставим. Тут такое себе место, конечно. Давай вот сюда. Чтобы было видно. Я надеюсь, тебя тут не арестуют за эту прекрасную чашу. Так, но нанять наемника нужно, друзья. Давайте посмотрим, вспомним, что у нас там есть. Пока мы в Балморе, здесь можно и нанять. Давайте зайдем в гильдию бойцов для начала. Нам же нужен боец все-таки. Ты, по-моему, управляешь наемниками. Так, повышение нам не надо. Наемник. Где это? А, вот. Аргонянский охотник, легкие доспехи, короткие клинки, меткость. Бретонский лучник, длинные клинки, защита, легкие доспехи. Это мимо, легкие доспехи все мимо. Но орк, наверное, я не буду пока что его нанимать, не знаю. Напишите свое мнение в комментариях, потому что он из всех наемников, по старой памяти я еще помню, он самый лучший. Остальные все компромиссные. Редгарский жулик, смотрите, секиры, длинные клинки, короткие клинки, но легкие доспехи, почему-то какого-то хрена. Секира и легкие доспехи. Как он танковать будет? Ну и авантюрист остается, но авантюрист это не вариант. То есть в гильдии бойцов нанять бойца нормального мы, ну кроме орка, по сути не можем. Давайте смотреть в гильдии магов. Так, нанять наемника. Что у нас тут? Бретонский маг. Ну, мага, наверное, чистого нам не надо. А варлок, восстановление иллюзии разрушения тоже нет. Нордлинский волшебник. Разрушение, средние доспехи, короткие клинки. Ну, такое себе. Ридгард, длинные клинки, разрушение, защита и средние доспехи. То есть, вот если бы у него были тяжелые доспехи, я бы вообще бы не сомневался. Но средние... Ладно, давайте наймем Ридгарда. Давайте посмотрим на него. Он, конечно же, голышом. Мне придется, наверное, отдать ему пока что временно свои штаны. Чтобы он тут прилично выглядел. Так, и нам нужно
в город Вивик, но его я отправлю в Вальдрун своим ходом. А мы в Вивик к Трибониусу. Задание брать не будем, чисто так вот. Повысимся. Так, ну он вот предлагает задание, но нет. Повышение. Значит, посох у меня есть. И теперь я готов стать волшебником. Следующее повышение, он говорит, что требования нужно выполнить. Но я предполагаю, что нужен мистицизм 80. Либо восстановление. У нас вот восстановление чуть меньше, чем мистицизм. Колдовство вообще отстает. Ну, зачарование тоже, в принципе, подтягивается. Но это все далеко. Мистицизму в Валенварионе нас больше не научат. Ой, где? Вот Валенварион, там нам этот путь закрыт. Бегать сейчас по учителям, наверное, я не буду. Наверное, мы сейчас отправимся с вами, ну, экипируем нашего Редгарда. Вы отличный собеседник. И отправимся на Солтсхейм. Ну, чисто посмотреть, как оно вообще будет. Давайте прихватим здесь сразу одежду для него. Так, ну штанишки я у него отберу свои. Кольца. Сопротивление парачу. Нет, это нам не надо. Это при использовании тоже нам не надо. Прежде всего броню, но броня будет, конечно же, индарильская. Тут у нас особого выбора нет. У нас есть, конечно, вот такой средний доспех. Но защита слабенькая. У нас есть легкий доспех из шкуры спасителя. С сопротивлением магии. Но, наверное, тоже нет. Это легкий. Щит я все-таки возьму. Хоть он и тяжелый, но, блин, 30 силы. Это 30 силы. Пусть он бегает с ним. Значит, берем ботинки, берем левую перчатку, берем правую перчатку, шлем, левый наплечник и правый также наплечник. И, конечно же, катану. Катану мы возьмем вот эту. И возьмем еще какой-нибудь меч чисто на замену. Обычную катану, не зачарованную. На всяких крыс, которые будут агриться, пусть пользуются ей. Зачаровывать я пока что не буду. Да, у меня лежит, конечно, камень с душой Вивика. Здесь вот я выложил. Но пока я не придумал, куда его девать. Также я выложил вот эту вот заготовку. Возьмем мы, конечно же, вот этот амулетик. Возьмем мы, наверное, Финостера нет. Вот это вот на восстановление здоровья. И где-то у меня было кольцо Марары. Сопротивление нормальному оружию. Тоже возьмем. Вот таким вот образом. Зелье я поднял с орка. Поэтому выходим. Как у тебя дела? Да, все не очень хорошо. Видишь, мы потеряли верного соратника. Так. Посох надо выложить, тоже не забыть. Экипируем броню. Штаны тоже отдай мои. Кольца. Кольца, восстановление здоровья, амулет на клинки и еще одно кольцо. Кстати, у меня вот проблема тоже. У меня сейчас кольцо Азуры с восстановлением запаса сил кошачьим глазом неплохое, но кольцо невидимости мое, вот это вот сейчас мы задействовать уже по сути не можем, ну, только в каком-то крайнем случае. Так, кольцо Марары сюда. Все, этого товарища мы экипировали, только вот это я у тебя пока отберу. И мне нужно зачаровать что-то еще. У меня по-прежнему нет нормального амулета.
Кольцо учителя остается, кольцо Азуры пока остается. Посох давайте выложим. Так что я пока думаю. Значит, отправляемся мы на Солсхейм, поэтому возьмем вот этот квест. Привет, говорит, рад познакомиться. Встреча с тобой, Лакмус. На секунду я подумал, что ты курьер с сообщениями, то есть известиями о моем воздушном корабле. Подожди, это что? Там, вон там, в небе. Ох, нет, это всего лишь скальный наездник. Я построил воздушное судно, понимаешь? Очень-очень красивое судно, если быть откровенным. Из найденных двемерских деталей, поскольку... А как ты, подожди, двемерские детали же вне закона найденных. По нескольких, понимаешь, долговременных заклинаний левитации, то есть ты еще и маг. Или кто ты? Сейчас мы спросим. Это была очень изящная, превосходная идея. Я даже нанял банду, команду. Я думаю, так лучше называть их. Они должны были лететь далеко на север. Далеко от этого пыльного на Солсхейм. Я заплатил им довольно хорошо. Они должны были найти курган Хротмунда и найти определенный предмет. Курган Хротмунда — это могила, склеп. Говорят, что он находится в глазу волка. Это такая формация, понимаешь? Скалы, лед, что-то в этом роде. В форме волка, который убил Хротмунда. Говорят, что он был похоронен в глазу волка. Его видно только с неба, ну или с воздушного корабля. А вот почему я построил его. Построил воздушный корабль, нанял команду, они должны найти, понятно, и амулет должны найти, доставить его мне. Что за амулет? Они должны были найти, доставить мне особый амулет. Согласно легендам и сказаниям, Хротмунд был таким... у него было много подружек. Он был страшный при этом, страшный как тролль. У него был магический амулет. Он носил его. Этот амулет заразительного очарования. Так он назывался. По всем данным, он был похоронен вместе с ним. Вот почему я построил этот воздушный корабль и нанял команду. Понятно, но у меня есть один артефакт тоже для таких, как ты, но я тебе его не отдам. Я опасаюсь, что команда подвела меня. Они отклонились от курса, или, может, они нашли амулет и улетели, чтобы встретиться с женщинами. Ни одна девушка не может устоять перед человеком с амулетом заразительного очарования. Да еще на воздушном корабле. Ну, понятное дело. Скажи, я не рассчитываю, что ты, согласишься поработать. Я бы заплатил тебе щедро за поиски моего воздушного корабля. Но мне нужны доказательства того, что произошло, конечно же. Доказательства, чтобы, для пущей уверенности. И, конечно, ты должен привезти мне амулет. Мне очень нужен этот амулет. Хорошо. Отлично. В общем, он дает нам наводку на курган этого Хротмунда. Находится в глазу волка, это понятно. Но я так в целом примерно помню, где там. Солсхейм, он не очень большой сам по себе. И мы как раз туда и отправляемся. Так, мы, конечно же, через Хул. Но тут надо не забывать сохраняться. И вот так вот прыжочками. Так, немножко не так. Вот так. Оп. И вот этот вот кошачек нам нужен. В форт Иниевой бабочки мы отправляемся. Вот он, собственно, и форт. Ты рад? Я думаю, что рад. У нас, конечно же, есть задание, но помимо корабля есть вот остров на севере, на котором мы можем добраться до острова Солсхейм. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Что это за ребята? Охранник. Что тебе нужно? Поговори с капитаном
Кариусом. Он в своих покоях в форте. Пройди через главное помещение вверх по южной лестнице. На третьем этаже ты найдешь его покои. Или ты здесь по делам колонии, поговори с Карниусом Магиусом. Кариус, Карниус, вот кто придумал вот такие вот имена? Я их буду путать. Он святилище имперского культа. Хорошо, с обоими мы поговорим. Ты пока что стой здесь. Кажется, у тебя все в порядке. Главное помещение. На третий этаж. Так, или это еще выше. Покой Кариуса, да, вот он. Да, чем я могу помочь тебе? Я капитан Фалих Кариус, командующий фортом Иниевой Бабочки. В принципе, он будет озвучивать, наверное, я не буду тогда читать эти все приветствия. Мы имперский форт. Мои солдаты имеют все предпосылки стать лучшими солдатами в империи. Этот остров, Солсхейм, не самое легкое место службы, впрочем, и иногда это раздражает моих людей. Как я уже сказал, это не самое легкое место службы. Эти солдаты разлучены со своими семьями, им приходится жить в суровых условиях. Если честно, большинство этих людей были отправлены на этот остров в наказание за что-либо. Это не самые лучшие солдаты пока, но все же до последнего времени они вполне адекватно выполняли приказы. Но недавно я начал замечать тревожные тенденции. Еще раз, мои люди стали какие-то беспокойные и жалуются на жизнь чаще, чем обычно. Они стали какими-то вялыми и неохотно выполняют приказы. Я чувствую большое напряжение среди них, и боевой дух стал очень низок. Очень низок, это ненормально. Моя интуиция подсказывает мне, что кто-то среди подчиненных мне людей подливает масло в огонь этого недовольства. И я хочу знать, кто это. Они никогда не скажут мне, кто этот преступник. Как командир, к сожалению, я должен держать дистанцию между этими прекрасными солдатами и собой. Возможно, они с большей охотой поговорят с тобой, впрочем. Попробуй завоевать их доверие. Если ты что-нибудь выяснишь, доложи мне об этом. Хорошо. Я попросил тебя расследовать, почему в форте низок боевой дух. Ты что-нибудь выяснил? Да я еще даже не отошел и метра. Сейчас все выясню, не переживай. Но нам также нужно поговорить с Проходите. Карниусом. Проходите. Ты пропусти меня. Ну все, друзья, я застрял. Че ты идешь? Нет? Блин, он развернулся, обратно пошел. Это потому, что боевой дух низок или что? Так, а Карниус этот, по-моему, вот здесь, да. По-моему, здесь, на втором этаже. Я тоже тут Я уже... слышу. Да что ж ты встал-то, иди давай. Местами я буду, конечно, забывать многое, друзья. Прошло много лет с тех пор, как я проходил последний раз это дополнение. Ну, несколько лет. Вот. Ну и что ты встал? Начинается вот это вот самое... Может ли быть хуже? Ну? Возможно, может. Возможно, и может. Рассказывать он нам ничего не хочет. Но это по квесту он не хочет с нами говорить. Блин. Ну давайте побеседуем Да. вот с Чем этим может вот помочь тебе товарищем скромный насчет священник? боевого духа. Да, говорит, я знаю это. Солдатам не сладко приходится на этом острове. Здесь холодно, сыро, опасно. И остров далеко от дома. Люди здесь лишены каких бы то ни было предметов роскоши. Это место просто ужасно. Так может это ты распространяешь тут пораженческие настроения? Гад такой. Вот и книжка у тебя прикольная. И даже не одна. Почему-то две одинаковых книжки. Да ничего я не беру, не успокойся, засуетился. Этот так и стоит. Так, а обойти мы его никак не можем, получается. Важные дела культа. Подожди, боевой дух низок. Какие еще могут быть дела культа? До тебя я дойду. Ну и чё?
чего-то хотели? Я хотел пройти. Гадство. Я не вижу ничего лучшего, кроме как применить здесь команду консольную. Ну, потому что тут можно так стоять целый день. Вот кто нам нужен. У него, кстати, Что еще? смотрите, какая модная булава. Так, по поводу Восточной Перской компании. Да, точно, я местный фактор. Хотя сейчас эта должность не так уж много значит. Наша деятельность здесь еще только разворачивается, и, откровенно говоря, нам не хватает рабочих рук. Мы бы с радостью использовали любую помощь. Ты хочешь присоединиться к Восточной Имперской компании? Твоя заинтересованность похвальна, конечно же. Похвально, конечно же, мы нуждаемся в рабочей силе и много в чем еще. Что касается дела, убедись, что ты понимаешь предъявляемые нами требования, прежде чем соглашаться на что-либо. Какие требования? Восточная имперская компания не принимает в свои ряды кого попало. Претенденты должны обладать привлекательной внешностью, это про меня, и сильной волей, это также про меня. Те, кто обладает способностью говорить красноречиво, это прям про меня. И упорно торговаться, ну, я создан для вашей компании. Ценится, говорит, больше всего. Учитывая враждебное окружение, с которым зачастую приходится сталкиваться компании, претенденты должны иметь обостренное чувство опасности. Тут не совсем понятно, что он имеет в виду, но мы это сейчас узнаем. И, наконец, претенденты должны прекрасно владеть длинными клинками, ай-яй-яй, и средними доспехами. Так уж заведено в компании вот уже многие века. Но я, конечно, в деле. Так, насчет задания. Ты полагаешь, что готов приступить к работе? Очень хорошо. Прибыла первая партия наших рабочих, и их нужно доставить в колонию. Никто из них не умеет толком обращаться с мечом, поэтому я хочу, чтобы ты сопровождал их. Они знают путь, ты просто должен позаботиться о том, чтобы они добрались до места назначения целыми и невредимыми. Когда вы прибудете туда, поговори с Фалько Галенусом. Он даст тебе дальнейшие указания. А сейчас иди поговори с Гидаром Вератаном. Он находится у пристани. Так, понятно. Понятно. Это нам, конечно же, все уже известно. Весь этот нехитрый квест. Но вот вопрос. Дойдут ли наши друзья в целости и сохранности? Поэтому мы сохранимся перед ответственным поручением. Давайте посмотрим. Они не вооружены. Продолжайте. Они не вооружены. Так, мы можем выступать. Ну, цель наша на карте отображается, поэтому мы не заблудимся. Бегут они, ну, не так уж медленно, кстати. Бегут бодренько. Наш наемник побежит гораздо медленнее. Но мы вынуждены его взять с собой. Все же, смотрите, насколько они быстрее. Это плохо. И может плохо закончиться. Снова сохранимся. Ну и боевое крещение нашего Ридгарда, мастера длинных клинков и средней брони. Ну, немножко разрушения. Кстати, он не использовал у гробницы там никакие заклинания вроде бы. Но если что, у меня на готове есть лечение. Посмотрим. Первое задание считается простым. Но вот я уже вижу волков. И они меня тоже скоро увидят. Так. Друзья наши пошли в рукопашную. Зачем-то. Так, ну, волк отъехал. Второй волк тоже отъехал. Давайте сделаем контрольный отхил всех ребят. Ну, кроме нашего Ридгарда, у него и так регенерация. Вот этот вот пострадал, смотрите, он, видимо, самый среди них такой
Отважный. Ой, два волка сразу. Сразу два волка. Но радует, что они на меня не агрятся. А не радует, что они агрятся сразу на этих ребят. Три волка. А, нет, два все-таки. У них, походу, регенерация включена, друзья, мне кажется. Но не может быть так. Ладно. Кстати, неплохо было бы и ягодки собирать. Падуб. Что там за эффекты? Сопротивление холода и удар холода. Ледяной щит, кстати, нам может понадобиться, потому что здесь местная живность может льдом-то херачить. В том числе морозные ведьмы всякие попадаются. И вот они-то точно. Так, ну мы, в принципе, продвигаемся бодренько в целом. И я вижу, кстати, Спригана. Давайте-ка сохранимся и попробуем ее сагрить. Это, конечно, отступление от наших планов, но мне интересно, как поведет себя наш отряд. Эти, конечно, вперед ринулись. Сейчас она их ушатает, и придется мне грузиться тогда. Но она что-то атакует все же. Ну, не все так просто. Грузиться придется в любом случае. Если только усмирение не сработает. Давайте попробуем. Беги, пока можешь. Не-не-не, подожди, давай поговорим с тобой как приличные люди. Так, здесь нам придется вмешаться, призвать Дримору, наверное. Да, они на меня сагрились. Давайте загрузимся, короче, не будем искушать судьбу. Биться с этим Сприганом — это что-то какая-то дичь. А проследуем по нашему маршруту. Поскольку уровень у меня весьма подходящий под заявленный как бы для этого дополнения, то мы будем здесь встречать ребят серьезных. Там вот я вижу медведя. Но медведь нас, наверное, не увидит, поэтому мы на него тоже агриться не будем. Собственно, вот мы и пришли. Там Фалька уже бродит, я вижу его. Если не одно, так другое. Все. Итак, Карниус уговорил тебя присоединиться к его махинациям, да? Очень хорошо. Я буду управлять колонией отсюда и отчитываться только перед Карниусом. Раз уж ты здесь, у меня есть задание для тебя. Карниус отправил тебя ко мне за дополнительными инструкциями, да? Ну, ты можешь закончить работу, которой я занимался до того, как ты прибыл сюда. Теперь здесь появились рабочие, и мне нужно оставаться здесь руководить. Возьми эту эбонитовую руду и найди еще 4 куска, таких же, как этот. Карниусу нужны доказательства для наших инвесторов, что это предприятие стоит вложенных средств. И эта руда должна способствовать этому. Так, вроде бы здесь можно найти эту руду. Давайте сохранимся. Вроде бы врагов здесь быть не должно. Так. Как он сказал? Нужно еще 4, то есть всего 5, а у меня сейчас 4. А вот еще одна жила, а тут их 2. Лишнее мне не надо. Возвращаемся. Так, 4 куска удалось. Отнеси Карниуса, точно. Прошу извинить меня, но я здесь занимаюсь важными делами. Да-да-да, занимайся. Нет времени на пустые разговоры. Какой ты серьезный дядька. Значит, к сожалению, наш друг не может здесь телепортироваться.
Да. Придется возвращаться пешком. Ну и можно пощупать все-таки Спригана. Странно. Не работает мод, что ли, здесь? Спригана можно пощупать, но надо пощупать его нормальным мечом. Вот таким вот образом. Сохраняемся. Так, медведь нам не нужен. Нам нужен Сприган. Я хочу просто понять, способен ли наш товарищ вообще со Сприганом справиться. А тут волчара. Ну давай. Хорошо, что он на меня не агрится. Это очень хорошо. Так, тут у нас обычная шкура. Обычная шкура увеличивает скорость. Нам она не нужна. Я думаю, собирать я ее не буду. А где тут Сприган? А, вон она. Сохраняемся, готовим заключение. И агрим. Странно. Вот, сработало зачарование. Как-то не каждый раз. Есть. Ну вот это, конечно, минус, что он ломится вперед, и я могу опять наложить заключение на того, на кого надо. Но если что, бутылки у него вроде есть, да? А, я не отдал бутылки ему. Ай-яй-яй, друзья. Вот это засада. Вот это засада. Ну, в принципе, у него регенерация справляется. Накладываем еще одно заключение. И ману. Ману восстанавливаем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ты давай живи. Отлично. И мы захватили с вами 3 великих камня душ со Сприганом. А также со Спригана ягоды Белладонны. Смотрите, сопротивление магии, восстановление магии и увеличение магии. Созревшие ягоды. Так, ну по здоровью, я думаю, у него все в порядке должно быть. 78 жалких пунктов, как и было. А вот катана пострадала, поэтому я использую имеющиеся у меня камни для перезарядки. Зачарование подросло. Дремору запихнем и... Смотрите, Сприган дорогой. Вот так вот. Возвращаем обычный меч. И движемся дальше. В сторону форта. Ну, неплохо, в принципе, да, зелье. Зелье нужно отдать. Как-то я про них совсем забыл. Это то, что мы с орка сняли. Безвременно почившего. Так, ну и вот это тоже пусть будет. Я надеюсь, он будет успевать лечиться. Здесь возле форта особых врагов-то нет. По пути к вот этой компании. Поэтому смело сдаем задание. Другана нашего оставляем. Так, я принес абонит. Что он скажет? Еще раз с чувством. Ничего конкретного. Так, у тебя есть руда, о которой я просил Фалька. Он не смог справиться даже с такой простой работой сам, да?
Ну, неважно. Инвесторы ждут наших образцов, так что давай их сюда. Вот оплата за твои труды. А сейчас у меня нет никакой работы для тебя. Зайди ко мне дня через 3. К тому времени строительство должно быть в самом разгаре, и, вероятно, найдется работа и для тебя. И да, возьми эту акцию. Так, значит, Эбонит он забрал, акцию отдал, 100 монет мне в награду. Это способ возмещения затрат на основании развития колонии. Каждому работнику выдается акция, стоимость которой зависит от того, насколько хорошо работает колония. Если ты решишь, что хочешь обменять ее на деньги, это можно устроить. Обратись ко мне, если захочешь сделать это. Повышение. Хорошо. Теперь ты клерк. Хорошо. А еще повышение? Недостаточно, значит, я выполнил. А по поводу акций, что ты хочешь мне сказать? Ничего не говорит. А, вот акция. Проверить стоимость. Стоимость 100 золота. Хорошо. Давайте посмотрим, что же там за требования такие. Восточная компания. Значит, привлекательность и сила воли. По этим параметрам я вполне подхожу. Торговля, безопасность, красноречие, длинные клинки. Ну, клинки и средние доспехи вычеркиваем. Торговля у меня получается 60. Безопасность у меня 55. А и красноречие. Красноречие у меня низковато, 26. Блин, могут быть проблемы у нас с продвижением. Только за счет торговли, получается, мне здесь нужно двигаться. Ну ладно, посмотрим. Я думаю, что на этом мы на сегодня будем заканчивать. С населением острова мы немножко познакомились. Посмотрим, что будет дальше. На этом на сегодня все. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.